Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Страшные видео, снятые на камеру видеонаблюдения, становятся все популярнее на моем канале. Ну и поэтому ловите очередную порцию паранормального. Ну и про свой царский лайк и комментарий не забудьте. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Вилла. Мужчина по имени Джастин, который выложил следующее видео, утверждает, что его семья купила историческую виллу 19 века в Лондоне. Однажды камера наблюдения засняла нечто, что он все еще не может объяснить. Около 10 часов вечера кто-то или что-то быстро высовывается из входной двери. Спустя несколько мгновений, кто бы это ни был, проходит мимо машины и исчезает. Был ли это призрак, решать только вам. Явление. Этот ролик выложила Эшли, которая подозревает, что в ее доме она находится не только со своей семьей, но и чем-то паранормальным. С тех пор, как семья начала видеть необычные явления, они установили камеры наблюдения по всему дому. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. В первом ролике мы видим, как дверь открывается сама по себе, когда в доме находится вся семья. На еще одной записи кресло-качалка покачивается без видимых на то причин. Все происходит ночью, когда все члены семьи спят. Эшли и ее семья тогда еще не знали, что эти инциденты были только началом. Однажды ночью, когда Эшли была дома одна и решила посмотреть сериалы, она заметила темную фигуру в комнате, что побудило Эшли принять меры и уйти на ночь в свою машину. Спустя несколько часов Эшли решает вооружиться спирит-боксом и установить контакт с предположительно обитающими здесь духами. Однако уже спустя несколько мгновений спирит-бокс падает, будто пытается уведомить Эшли о том, что не стоит налаживать контакт с духами. Странные события не переставали происходить, а Эшли достигла критической точки и решила, что нужно продать дом и переехать в другое место. Видео от подписчика. Следующую серию видео прислал наш подписчик. Когда у них появилась кукла, в доме начали происходить странные события. Посмотрите. В первом видео, когда он находился в зале, то услышал, как что-то упало, а потом сам по себе покатился мячик. Видно, что окно закрыто, поэтому оно не могло вызвать падение.
На втором видео двигается кукла. Подписчик рассказал, что когда он находился дома один, у него были подозрения на куклу, и что она уже не первый раз двигается. Также подписчик дополняет, что он и его сестра видели теневых сущностей, но на камеру это не попало, так как камера находилась только в комнате. Спасибо подписчику за видео. Он убежден в том, что все паранормальные события в его доме происходят из-за куклы. Переулок. Видео было загружено в ТикТок мужчиной, который, просматривая записи с камеры наблюдения, заметил нечто пугающее. Все это происходило в переулке рядом с домом. Белая субстанция медленно продвигается мимо машины. Некоторые зрители предполагали, что это мог быть дым. Другая часть пользователей убеждена, что именно так выглядят призраки. А каково ваше мнение? Пишите в комментариях. Пап. В одном из городов Англии находится необычный паб с богатой историей. Он не раз попадал в заголовки газет как населенное призраками место. Начальство паба говорит, что датчики движения зафиксировали движение предметов глубокой ночью, что вызвало заявление о том, что в пабе водятся привидения. Сотрудники также сообщали о тенях, проходящих мимо дверей, слетающих с полок в стаканах и таинственно включающемся свете. Владелец заведения Алистер Коллинз собрал коллекцию жутких роликов, которые, по его утверждению, были сняты с камер видеонаблюдения, освещая странные инциденты. В пабе таинственным образом выдвигаются стулья, распахиваются двери, и садовый зонт открывается без посторонней помощи. Предметы на столах также передвигаются. Многие пользователи писали, что хотели бы оказаться здесь, чтобы испытать этот спектр ощущений. Ну и набухаться. В следующем видео ребенок бродит в своей спальне после пробуждения. По словам матери, обычно сын спит до следующего утра, но тут что-то ему мешало. На первый взгляд обычное видео, но нам нужно посмотреть его до конца. Ребенок, который в силу своего возраста может только лепетать и не может рассказать, что произошло на самом деле, слышит странный голос. Его мама рассказывает, что прошло всего 4 месяца с того момента, как они въехали в этот дом, и до этого ничего подозрительного не происходило. В одном видео многие заметили, что ноги ее маленького сына были вытянуты так, будто кто-то хотел стянуть его с кровати. Часть зрителей склонялась к тому, что говорить могла игрушка, которая находилась в комнате. Однако была и другая точка зрения. Пользователи писали, что ребенок видит больше, чем мы, и мог найти себе друга из другого мира.
театр. Охотники за привидениями отправились в театр Рица в Юту. С 1939 года он был предметом дискуссии о призраках. Театр сам по себе является достаточно старым. В нем демонстрировали бесчисленное множество фильмов разных лет, начиная со сказок о сверхъестественном и заканчивая трэш-шоу. По словам владельца театра, однажды ночью он совершал обычный обход, чтобы убедиться в том, что театр пуст и готов к закрытию. Вглядываясь в тускло освещенный зрительный зал, он увидел силуэты мужчины и женщины, которые удобно сидят и ждут, когда фильм начнется. Однако фильм уже давно закончился, и все зрители давно ушли. Алан позвал ближайшего сотрудника на разговор, чтобы узнать, не пропустили ли они кого-то без разрешения. Тогда и Шерри, которой было 13 лет, с любопытством следила за работой отца, и она говорила, что тоже видела эту пару. Когда они вернулись в зрительный зал, пара уже исчезла. Охотники за привидениями, пораженные историей, отправляются в этот театр в поисках ответов. Они настраивают свое оборудование и располагают камеры по театру, особое внимание уделяя зрительному залу. Nothing, shine a light away. Something's starting to get darker, and then it starts walking down. Reed stopped. He's already all the way down. He's now stopped, and the shadow keeps going, has stopped, and is now walking more and more. It gets to Reed and then disappears completely. Another shadow has manifested, is walking down. Dude, you know, this is the craziest thing we've ever caught. Walks down the aisle, you'll see it start to go to the right and then sit down in the bench. И одна из камер, расположенная именно там, действительно снимает нечто пугающее. Когда один из членов команды остановился, его тень продолжила идти. Посмотрите, призрачные фигуры одна за другой появляются в зрительном зале, будто хотят собраться на просмотр фильма. При просмотре в замедленной съемке видны отчетливые очертания людей. Скептики говорят, что это простая игра света. Однако многие пользователи писали о том, что театр Риц может хранить не только старые легенды, но и души, которые по какой-то причине не отошли в другой мир. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости. Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь. Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Завод. Следующий ролик был снят камерой наблюдения на заводе, который находится в Колумбии. Охранники, которые следили за камерами в тот момент, заметили что-то странное. Они подумали, что кто-то чужой пробрался сюда, и один из них пошел проверить. Когда охранник входит на территорию, кажется, что ничего необычного не происходит. Что бы то ни было, на камере его нет, поэтому он включает свет. Картинка немного размывается перед тем, как погаснет свет, и внезапно появляется таинственная темная фигура, которая стоит на территории. После вспышки света фигура исчезает, как будто ее никогда и не было. Темная фигура. Следующее видео было найдено на YouTube. Это фрагмент записи с камеры наблюдения около дома. Первые несколько секунд ролика ничего необычного не происходит. Однако уже через мгновение вы увидите нечто действительно странное. Размытая темная фигура, кажется, движется целенаправленно по пути, а затем исчезает из поля зрения. Некоторые полагают, что это был просто кот, который двигался по дорожке. Однако пользователи также писали про человека-тень и про призрачные явления.
Что же это было на самом деле, остается загадкой. Спальня. Камера видеонаблюдения в спальне засняла нечто действительно жуткое поздно ночью, когда мама со своей дочкой спали. По словам матери, камера была установлена, чтобы следить за ребенком, так как часто девочка остается спать одна. То, что произошло той ночью, навело женщину на вопросы, ответов на которые она не знает. Она выложила это видео для того, чтобы разобраться в ситуации. Девочка будто что-то увидела, издала страшный визг, что и разбудило ее маму. Попытки успокоить дочку первое время были напрасны. По словам матери, ее дочь заметила что-то на потолке в тот момент и была будто парализована от страха. Большая часть пользователей согласна с тем, что видео действительно жуткое, а девочка выглядит искренне напуганной. А был ли это реальный призрак или просто детский кошмар? Мы этого никогда не узнаем. Дом престарелых. Следующий ролик был снят камерой наблюдения в доме престарелых. По словам семьи, они таким образом присматривали за своей бабушкой. Бабушка жаловалась, что некий мужчина навещал ее по ночам. Она видела кошмары и ужасно страдала от разного рода болей. Она говорила, что когда кричала о помощи по ночам, то мужчина просто исчезал в воздухе. Поэтому родные установили камеру в целях безопасности. Однажды ночью нечто было поймано на камеру наблюдения. Что-то белое плавно перемещается по палате, приближаясь к бабушке, которая лежит на кровати. Семья верит, что это могло быть нечто паранормальное. Дом родителей. Мужчина считает, что в доме его родителей обитают призраки. Он выложил на Reddit эти кадры с камеры видеонаблюдения, на которых можно увидеть нечто действительно жуткое. Посмотрите. Некоторые зрители подумали, что тень может просто принадлежать кому-то, кто находился в другой комнате. Однако мужчина дополнил, что в 1950-е годы пара владела этим домом, а женщина трагически скончалась из-за проблем со здоровьем прямо здесь, в этой комнате. Мужчина вскоре также умер, так как не смог смириться с потерей супруги. Автор полагает, что темная фигура могла иметь отношение к бывшим владельцам, так как их души, возможно, привязаны к этому дому. Фотографии. На Reddit один пользователь выложил серию фотографий с камерой безопасности. Он говорит, что камера запечатлела призрачное присутствие, которое видно невооруженным взглядом. Жуткая сцена развернулась в комплексе, где произошла череда ужасных событий, от смертельных инцидентов со стрельбой до передозировки. Давайте посмотрим на то, что же удалось снять. Поздно вечером друг семьи вернулся домой и пытался открыть постоянно заедающий замок. Но если вы присмотритесь, то увидите справа белую аномалию, которую многие сравнивали с призраком. Пользователь, который поделился этими данными, писал, что эта фигура была похожа на мужчину и она двигалась. Однако дебаты на Reddit не прекращались.
Кто-то писал о том, что такие фотографии очень легко подделать. Другие пользователи утверждали, что аномалия действительно выглядит жутко, и они не хотели бы оказаться в такой ситуации. Ангел. Следующее видео действительно жуткое, особенно для тех, у кого есть дети. Человек, похожий на теневую фигуру, наблюдает за ребенком, наклоняется и смотрит на него. Многие предполагают, что, возможно, это ангел-хранитель. Однако есть те, кто писал, что сущность может иметь не совсем добрые намерения. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, там реально очень интересно. Ну и для тех, кто хочет поддержать канал финансово, все ссылки на донаты будут в описании. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Cause you had a bad day, you're taking one down, you say it's all fake.